Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как сплести одну такую просто замечательную сумку, немного скандальную, если смотрели мой инстаграм. Для этого нам потребуются ручки. У меня они имеют диаметр 15 сантиметров. У вас могут быть любые вообще различные другие. Это, мне кажется, не очень важно. Ручки и шнур у меня от компании, которая производит шнуры «Эль-Нить». И ручки, на самом деле, можно заказать у них любого цвета, то есть не обязательно черные. У них прям можно заказать. Шнур я буду плести из полиэфирного 4 миллиметра, также от Эль-Нить. Ну и вообще спонсор этого видео — это Эль-Нить. Вот. Для начала нам потребуется с вами обзавестись ручками и отрезать отрезки. Сначала 6 отрезков по 300 сантиметров. Мы их крепим на ручку. 6 отрезков. И что важно, я немного говорю с запасом. Это специально я так делаю. Знаю, что останутся, не супер длинные, конечно, отрезки нет, но лучше все-таки с запасом как бы брать. Возможно, у вас шнур будет другой, он не будет так сильно тянуться, например, да, и вам будет как раз достаточно этого. Вот сначала 6 отрезков по 300 сантиметров крепим лицевым креплением на ручку. Со второй стороны у меня тоже висит ручка, и она уже сделана наполовину до того момента, как у нас начнется соединение сумки. Вот, пока что крепим. И еще что хочется сказать, сумка получается достаточно такой маленькой, она такая дамская, я бы сказала, вечерняя. Туда влезает телефон и, так по мелочи что-то, да. Также еще хочется добавить, это вариант плетения не для новичков точно, потому что я сама здесь несколько раз не могла проплести одно и то же там плетение по бокам, вы увидите позже, там расплетала, заново переделала, даже на видео это будет. В общем, это для тех макраме-любителей, мастеров, которые могут сами что-либо изменить под себя. Вот смотрите, когда мы надели все отрезки, то мы сейчас все 6 отрезков квадратными узлами как бы проплетаем первый ряд и второй ряд тоже. Далее мы потом уйдем в репсовые диагонали и в прибавление нитей. По бокам будем прибавлять нити. Вот, и вернуться хочу к тому, что сумка не для новичка, потому что вот как бы если что-то пойдет вдруг не так, чтобы вы могли как-то, возможно, своим опытом изменить, да, либо как-то по-своему вообще сделать. Так как я делала точную копию, можно сказать, точную по фотографии из Пинтереста, да, но я думаю, что у нас отличается, вы увидите, где это будут боковые крепления, где мы будем это делать, там есть отличия, и мне кажется, донышко тоже немного иное. Вот, фото я прикреплю сейчас, вот там было. Далее, смотрите, мы проплели один ряд. Я ошиблась, сказав, что 2 ряда проплетаем. Мы сейчас будем добавлять по бокам отрезки. И у нас сначала будет, получается, 10 отрезков по 260 сантиметров. То есть мы должны вот таким вот образом крепить с одного боку и с другого. То есть 10 всего отрезков, это значит, что с одного боку 5 и с другого 5 отрезков мы должны крепить вот таким вот образом, как я показываю. Вы крепите и проплетаете за одной ряд. То есть вот мы скрепили, и сейчас мы пройдем второй ряд. В следующий раз мы уже, когда прикрепим отрезок, мы не пойдем полностью, мы проходим только первые два узла, вот так вот я скажу. Вот, но на самом деле, как я обычно люблю говорить, мои комментарии бывают очень излишни, так как здесь ничего как бы нет сложного, здесь нужно всего лишь будет крепить отрезки по бокам и проделывать 2 узла по бокам. Сначала вот 10 отрезков, 5 с одной, 5 с другой, и потом еще нужно будет 10 отрезков также прикрепить, но уже другого размера. Они уже будут у нас меньше, по 240 сантиметров. Это я тоже предупрежу, напишу. Вот, вы также можете, получается, сразу проделывать 2 узла, да? Когда прикрепили, сделали сразу 2 узла. Либо можете прикрепить сначала все отрезки, а потом делать уже узлы. Это на ваше усмотрение.
Вот сейчас, видите, у меня с одного боку 5 нитей прикреплено и с другого, то есть всего 10 отрезков. И далее, как я уже говорила, еще крепим 10 отрезков, 5 с одной стороны и 5 с другой, но они имеют длину у нас меньше, уже 240 сантиметров. Крепим их и также 2 узла как бы проплетаем. Ну не 2, а как бы один. Один у нас крепление, а второй проплетаем, чтобы было их 2 в сумме. Когда мы все проделали, у нас должно получиться 10 вот этих наших прикрепленных узелков, отрезков с каждой стороны. То есть всего в сумме 20. И теперь что я делаю дальше? Я беру боковые нити, самые боковые, и у меня к рейлу я их привязываю с одной и со второй стороны. Нам потребуется еще с вами 4 отрезка по 1,70 сантиметров. Мы будем крепить 2 отрезка с одной и 2 с другой стороны на вот эти отрезки, которые мы зафиксировали. То есть беру, складываю напополам, естественно. Крепление делаю изнаночное и еще, посмотрите, проделываю в бок раз, как бы такое репсовое крепление. Ну, это один из видов крепления. В сумках я его часто использую. Вот с одной и со второй стороны. То есть мы делаем вот такое крепление 2 нитями с одной стороны и 2 нитями с другой стороны. И сейчас будет очень важный момент. Я рекомендую просто полностью повторить все, что здесь я плету и как это делаю, именно какие нити соединяю. Это сложно мне сейчас объяснить, так как нити не подписаны, но, пожалуйста, вот если ваше плетение висит уже перед вами, то вы просто должны четко повторить все это, как у меня, потому как, если что-то пойдет не так, мне тут, правда, здесь я очень долго стояла и не могла сообразить, потому что делала узлы. И потом мне как бы вот нужно, чтобы у меня нитей на ромбике было то количество, которое нужно. У меня каждый раз не получалось. То одна нить лишняя, то наоборот не хватает. Вот прошу вас, сделайте так, как я сейчас все проплела. С одной и со второй стороны. Вот со второй стороной у меня будут небольшие проблемы. Но надеюсь, что у вас их не будет. Вот со второй стороны, ну, рекомендую, конечно, тоже за мной повторить, но потом я чуть-чуть переплету. Это тоже будет на видео, но вот у меня как-то не получилось воссоздать. Я вам правда говорю, это был какой-то кошмар. Я не могла повторить то, как я сделала с другой стороны. Я не знаю, что это было. Надеюсь, что у вас все получится. Ну, вы поймете, я думаю, где там и что будет не хватать. Я вместе с вами это все на видео покажу, где я изменяю. Теперь, когда у нас все надето готово, перекрещиваем самые верхние центральные и начинаем делать репсовую диагональ вниз в одну и во вторую сторону. Так, диагонали готовы. Теперь вот сверху идем и 6 нитей делаем в узелок, чтобы у нас, ну, мы четко понимали, что все мы сделали верно, и у нас должно быть 4 пучка по 6 нитей с одной стороны и с другой стороны. Вот сейчас как бы с правой стороны у меня будут небольшие ошибки, потому что я пойму, что у меня не хватает нитей. Вот, и буду делать небольшое изменение, которое я также показываю вам на видео. Здесь я чувствую, что я ошиблась, и изменю это. Если вы все делали так же, как я, то вам просто нужно будет переплести все. Вот видите, я сейчас опять
расплела и просто чуть-чуть переплетаю, чтобы у меня было четко 4 пучка по 6 нитей для создания ромбов. Это очень важно. Это было для меня одно из сложных на самом деле. Теперь, когда все у нас точно и ровно, мы будем делать с вами ромбы. Мы берем 6 нитей вот с одной, с второй стороны, боковые нити самые откладываем, берем по 2 нити следующих и делаем квадратный узел из 2 нитей. Узор у нас называется бриллиант, если вы не знали или знали, ну вот эти узоры у нас будут в ромбах заключены, и у нас вот нити, которые мы оставляли по бокам, они будут ведущими, мы на них наплетаем все остальные нити до середины, да, то есть 5 нитей мы должны с одной и со второй стороны доплести. И вот у нас один ромб, дальше у нас пойдет 2, 3 и 4 ромба будет в середине, а потом опять пойдет на уменьшение 3, 2, 1. Но мы сначала доделаем до середины, а потом нам нужно будет сделать вторую часть. Все точно так же нужно будет повторить со второй ручкой, отрезать столько же отрезков и все все крепления, все нити, ромбы повторить.
Так, ну вот, видите, до середины мы дошли. И сейчас нужно сделать вторую часть точно такую же, чтобы дальше соединить их и уже как бы в круг делать соединение, чтобы у нас сумочка получалась. Так, для меня это, конечно, быстро пройдет сейчас на видео и для вас, но я думаю, если вы плетете, то это будет немного дольше. Вот я сейчас убираю свои держалки, да, на которые мы надевали в конце, и с помощью квадратных узлов буду соединять. Тут тоже, я думаю, я не хочу комментировать что-либо, правда, смотрите на видео. И, как я уже сказала, для мастера, который не новичок, тут будет максимально ясно, и вы сами уже увидите, как и что тут нужно будет проделывать. То есть я сделала соединение, да, получается, сбоку, и сейчас я вот буду доделывать ромб, ну, диагональ репсовую, и вниз я буду проделывать только по 2 узла. То есть у меня будет вот эта окантовка репсовая, и по бокам будет 2 узла, так же, как и сверху. То есть мы идем на уменьшение. Вы можете на самом деле не делать ромбовидно эту сумку, а можете, наоборот, квадратно ее сделать, и ромбы у вас могут идти как бы вот этим большим ромбом, как бы ромбы в ромбе же у нас. Вот, а квадратные узлы также вниз. Тоже будет интересно, кстати, мне кажется. Вот в этом и будет изменение дизайна. С одной и со второй стороны, и с другой стороны нам нужно проделать все точно так же и сойтись ромбами к одному также, вот проплести все с 2 сторон. Далее посмотрите, как будем соединять донышко. Вот такое вот брюхо зашивать будем. У нас есть, с одной стороны я сделала, у нас вот с другой стороны висят нити, да. Мы берем 2 отрезка, и на них сейчас будем делать все остальные отрезки. На них будем делать квадратные узлы и подтягивать. Вот это вот обязательно. Вот посмотрите, ничего тут сложного нету. Если вы плели пляжную сумку,
мою, то такую скрученную веревки белую, оставлю подсказку, то я там точно такое же делала брюшко, я это так называю. Вот мы подтягиваем здесь, я наверху у себя там повесила крючки, чтобы вот эти лишние нити вверх убирать, чтобы они мне не мешались, потому что если не убирать, мешаются, нити-то много, и квадратными узлами подтягиваете на вот эти 2 нити. То есть прям вообще очень здорово получается закрытие. Закрытие произошло, отрезать можно как угодно, ромбом, по диагонали, прямо вот. Что важно, не забудьте подпалить до отрезки, чтобы они у вас не распускались. Посмотрите, какая в итоге у меня получилась сумочка. Я буду рада подписке на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И если хотите сделать какой-либо донат, либо пожертвование, то под видео все написано. Надеюсь, что вам очень понравился мастер-класс. До новых встреч, до новых мастер-классов. Всем пока-пока. Обнимаю. Заходите в Инстаграм тоже. Пока-пока.